Всем привет! Вы на канале Варанчо, и мы прилетели в столицу Перу, город Лима. Здесь мы прогуляемся по городу, увидим основные достопримечательности и посмотрим, что же здесь есть все-таки интересного. Поехали! Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Мы успели прийти на главную центральную площадь, которая называется Де Армас, Плаза Де Армас, и сейчас за спиной у меня происходит необычное мероприятие. Удивительно то, что ежедневно в 12 часов за спиной у меня президентский дворец, здесь происходит смена караула. Играет оркестр, товарищи в военной красивой форме образца французского иностранного легиона 1900 года ходят гусиным шагом по этой площади. И столько народу собирается, я думаю, постоянно, чтобы посмотреть на это необычное мероприятие. Сейчас хотелось бы рассказать вам дальше про площадь, где мы находимся. Напомню, что она называется Плаза де Армас или Оружейная площадь. И это место очень знаковое для местных жителей. Почему? Сейчас вам покажу. Вот как раз здесь, в центре, в 1535 году началось строительство города Лимы. И как раз в этом же месте, на этой площади, было провозглашено о независимости Перу. Интересно то, что все постройки, которые находятся здесь вокруг, это все не оригинальные постройки, которые сохранились изначально со строительства площади. Потому что здесь было масштабное землетрясение в Лиме, и единственное, что на этой площади осталось оригинального настоящего, это фонтан, который построили в 1651 году. К сожалению, точнее 1650. К сожалению, добраться к этому фонтану ближе мы не можем, потому что здесь везде полиция. Не знаю, постоянно это или нет, но все это ограждено. И помимо этого фонтана на площади находится также несколько интересных зданий. Так, первое, что я хочу вам показать, это архиепископский дворец. Этот дворец славится своими, ну, скажем так, необычно красивыми балкончиками. Очень много туристов стоят и фотографируют эти балкончики. Дальше, рядом с этим дворцом находится кафедральный собор. Интересно то, что кафедральный собор — это единственное сохранившееся здание после землетрясения также. Но в чем же особенность? То, что это здание построили уже после самого землетрясения в 1750 году. И Королевский дворец, или Президентский дворец, или, скажем так, государственное учреждение, где как раз проходила смена караула, находится также рядом. Единственное, что я еще хотел добавить, что мы посетили уже несколько стран в Южной Америке, и я всегда задаюсь одним интересным вопросом. Почему центральные площади выглядят так необычно и красиво, но за пределами этих центральных площадей, откуда мы пришли, ну буквально возьмем ту сторону, там просто ужас и ад. Вокруг очень много мусора, очень много бездомных. Здесь их было больше, чем в любой другой стране, которую мы посещали в Южной Америке. Больше, чем в Колумбии, больше, чем в Кито, например, в Эквадоре. Ну, вот такая вот история. Площадь красивая, но долго задерживаться мы здесь не будем. Прогуляемся, посмотрим, что еще есть, и отправимся дальше. Я еще, кстати, хотел добавить необычный факт. То, что на месте этого королевского дворца раньше жил последний император инков. Так, ну и традиционно, как во всех знатных известных местах, здесь есть табличка Лима, с которой можно фотографироваться на фоне этой площади.
Здесь есть еще пару интересных строений, конечно, вокруг. Я так много не изучал про них, но я вижу необычненькие, красивенькие балкончики. Что-то в этом есть. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not. Так, ну я объясню вообще, что это такое. У меня за спиной одна из главных достопримечательностей, которая входит в список наследия ЮНЕСКО, это собор или церковь Сан-Франциско. Особого интереса для нас этот собор и церковь как внешне не представляет, но самое важное то, что под землей этого собора находятся катакомбы, где похоронено до 75 тысяч человек. Вот как раз катакомбы являются главной целью многих туристов, которые приходят сюда. Сейчас мы попробуем зайти вовнутрь, снимем, посмотрим, покажем. В общем, мы уже внутри. Здесь везде нельзя снимать. Вход стоит 15 солей с человека. Это $4. Это $4. Вот. Ну что, вот и закончилась наша экскурсия по собору и церкви Сан-Франциско. Мы посетили катакомбы, которые хотели посетить. Что хочется сказать? К сожалению, видео снять там мы не смогли, потому что фото- и видеосъемка в катакомбах и в соборе запрещена. У нас была экскурсия вместе с гидом на английском языке. Нам рассказали очень много интересной информации про сам собор и про эти катакомбы. Впервые катакомбы открыли в 1947 году. Там находится 3 этажа под землей. Мы посетили только первый этаж, потому что второй этаж открывался только 2 ноября раньше. Сейчас не открывают. Под землей огромное количество захоронений, черепа, кости. В общем, это место в любом случае нужно посетить. Это очень познавательно и интересно. В общем, мы решили прогуляться пешком чуть дальше, чем исторический центр, посмотреть вообще, как живут люди. И через невероятную суету нас удалось добраться до еще одной площади. Мы проезжали ее на такси, и у меня за спиной находится Дворец правосудия. Я думал полетать здесь на дроне, но на самом деле, честно, я не вижу ничего интересного, что можно было бы поснимать. Вот. Площадь, скажем так, ну, красиво. Но самое странное, что с этой стороны Дворец правосудия, а с той стороны куча молодежи, которая курит травку, сидя напротив него. Здесь отель «Шератон», как говорит Катя, похож на ее общагу возле универа. Здесь, я так понимаю, что должен быть какой-то фонтан, который работает. Ну и, в общем, наверное, это все. С той стороны вдалеке находится какое-то здание в красивом стиле. Сейчас увеличу, краешек его видно. А с противоположной стороны этой площади находится какой-то памятник. Back a year ago.
Друзья, следующее, что мы решили сделать в Лиме, это отправиться исследовать пирамиды. Мы сейчас находимся возле одной из них. Эта пирамида называется Уака Пуджана, пирамида 6 века. Сразу хочу вас подготовить к тому, что это не такие масштабные пирамиды, как в Египте. Многое себе не представляете в голове. Хорошо, что мы тоже изначально почитали, посмотрели фотографии про это место и с этого места, потому что мы бы, наверное, разочаровались. Но эта пирамида находится недалеко от нашего отеля, поэтому мы выбрали ее. Вообще в городе две пирамиды. Одна пирамида, которая у меня за спиной, вторая пирамида находится дальше, и она, можно сказать, полностью восстановлена. Пирамида, которая у меня за спиной, она восстановлена частично. Высота этого комплекса 25 метров, и мы сейчас пойдем туда, посмотрим вообще, что там есть внутри, из чего она сделана и какую историческую ценность она несет. Вот мы уже подходим к музею. Сейчас будем смотреть, сколько стоят билеты. А билеты стоят 15 солей. Это примерно 5 долларов. 15 солей это, конечно, стоит, но оказалось, что здесь надо делать заранее резервацию. Вообще, если честно, вот каждая страна, чем дальше, тем больше меня поражает в Латинской Америке какими-то глупыми правилами. Здесь мы уже столкнулись с некоторыми нюансами, это меня вообще просто добило. То есть это общественная достопримечательность, которую ты хочешь посетить, она находится в центре города, но тебе надо сделать резервацию, об этом не написано нигде в интернете, ни на одном русскоговорящем, англоговорящем источнике, только, наверное, на испанском. Ну, может быть, сейчас из-за пандемии, конечно, такие у них правила. Вот здесь есть QR-код на входе, но это за день нужно делать. Нам предложили сделать резервацию на сегодня, но нужно ждать больше часа. И сейчас мы думаем, что делать. В общем, мы приняли все неудобства, которые с нами произошли возле пирамиды. Мы записались на экскурсию в 2 часа дня, и сейчас мы решили не тратить время и отправились исследовать дальше наш район, который называется Мирафлорес. Это один из самых главных районов в Лиме, это один из самых красивых, а самое главное, безопасных районов. Все туристы, которые приезжают в Лиму, в основном стараются селиться здесь. Сейчас мы пришли к парку, парк называется Кеннеди, и главная особенность этого парка — это не растительность. Главная особенность этого парка — это кошки. Здесь огромное количество кошек. Мы прогуляемся сейчас, посмотрим, правда это или нет. Как я слышал, что все эти кошки охраняются даже специальными сотрудниками. А за спиной у меня красивая церковь. Ну, в общем, будем сейчас искать кошек. Так, ну вот пару кошечек на входе-выходе мы увидели. С этой стороны, здесь. Но, честно, я не могу сказать, что прям их как вообще охренеть, как много и весь парк в этих кошках. Но это был не парк Кеннеди, здесь два парка рядом. Сейчас мы заходим именно в парк Кеннеди. Вот. Или, может быть, он разделен на две части. И здесь я уже вижу еще кошечки. Ну, то есть, если вы думаете, что вы будете ходить, играться с ними, обниматься, кошечки просто себе отдыхают, как игуаны на Галапагосских островах. Так, ну вот еще. Один товарищ, второй и за деревом третий. И вот местные жители пытаются пообнимать, потрогать кошечек. Еще я хочу поделиться с вами своими впечатлениями, потому что когда мы прилетели в Лиму и вышли за пределы аэропорта, первое, что попалось нам на глаза, это разруха, грязь. В общем, я даже на минутку задумался о том, что мне показалось, я прилетел обратно в Доминикану, в Санто-Доминго, в столицу, где кроме исторического центра все вокруг выглядит ужасно. Вот, мы уже достаточно много гуляем по Лиме. Я могу сказать, что единственный район, точнее два района, которые выглядят безопасными, комфортными, похожи на цивилизацию, высотные здания, кафе, рестораны, это Мирафлорес и Барранка. Вот, это два района, которые находятся рядом. Здесь мы себя чувствуем комфортно. Остальная часть города — это просто жесть вообще. Ну... Вчера возле здания суда
Мы увидели столько наркоманов, кто-то ходил с пакетами, кто-то курил непонятное что. И Да, это в общем, тоже впечатление. на улице грязно. И правильно говорят, что многие жители города Лимы никогда даже не бывали в других районах, кроме тех районов, где они живут. Наша следующая достопримечательность — это набережная нашего района. Напомню, что вообще в Лиме здесь океан, город находится на побережье. Шикарные отели, у меня за спиной GV Marriott и так далее. И здесь на набережной находится один из необычных торговых центров этого города, пользуется большой популярностью. Здесь несколько этажей, разные брендовые магазины, Calvin Klein и так далее. И кафешек очень много. В общем, кушаешь и любуешься океаном. Сюда приходит народ, гуляют, отдыхают. Мы запустили дрон здесь, полетали, поснимали эту красоту. Торговый центр называется Ларкомар. Вот так, Ларкомар. Здесь 3 этажа. 1, 2, 3. И еще одна удивительная особенность. Это, скажем так, что в торговый центр вы можете попасть только в маске К-95, либо если у вас есть 2 обычные маски. В одной обычной маске вас туда не пропустят. И вот он, океан. Мы когда ехали на такси со стороны аэропорта, мы увидели огромное количество серферов, которые катаются здесь на досках. Вот там вдалеке видно, сейчас увеличу, думаю, что не видно. Вот, вода, я думаю, что очень холодная, потому что погода нас, как всегда, не радует. Я не знаю почему, но куда бы мы ни поехали в нашем этом путешествии, нас всегда встречает туман, тучи и дождь. Возможно, это связано с тем, что когда у нас лето, в Южной Америке зима. Но когда мы направлялись в Перу, я читал, что сейчас начинается высокий сезон, когда приезжает огромное количество туристов, и все они приезжают ради Мачу-Пикчу. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you read? Сейчас мы идем в сторону парка любви. Тоже одна из популярных достопримечательностей здесь в Лиме, по крайней мере, как пишут в интернете. Мне нравится, что здесь вот такой обрыв, скалы, все натянуто сеткой, внизу трасса и океан. Здесь высоточки, скажем так, красивые высоточки для этого города. Травка везде. Красота! Здесь на побережье летают на параглайдах, и вы не поверите, я запустил дрон, летал на дроне, и откуда ни возьмись появился этот чувак. Господи, как мне стало страшно, что я вообще могу врезаться в него и как-то повредить его парашют. Вот. Я думаю, что эмоции, впечатления у этих людей очень крутые, и виды открываются тоже невероятные.
наша следующая достопримечательность – это также парк, который также находится в нашем районе. У меня за спиной скульптура. Это пара, которая страстно целуется. Парк называется «Парк любви». Здесь 14 февраля возле этой скульптуры проводят соревнования на самый длительный поцелуй, самый продолжительный поцелуй. И здесь парк окружен стеной из мозаики. На этой стене написаны разные цитаты, надписи о любви. Вот такое интересное, необычное место. Здесь такие трибунки. Катька стоит. В общем, здесь, говорят, красивые закаты. Молодежь сюда приходит, чтобы полюбоваться красивыми видами на океан. Там внизу океан. С этого парка открывается вид на набережную, на пляж. И там просто ребята с остальными яйцами. Я не знаю, дует ветрище, холодрыга, нету солнца. А они там катают на серфах. Я думаю, что там какая-то серф-школа, потому что когда я летал на дроне, было видно доски. Ну, в общем, ребята заслуживают респекта и уважения. А здесь эти надписи, конечно, было бы здорово что-то понять, но все на испанском. Я бы тоже почитал цитаты про любовь. Но и замотики любви. Посмотрите, сколько здесь замотиков. Сколько здесь замотиков. У меня в родном городе тоже в парке есть такие замочки, их даже больше, чем здесь. Но все равно необычно. И статуя пары, которая целуется. И мы все-таки нашли этих параглайдеров. Мы знаем, откуда они взлетают, потому что мы тоже летали на дроне и увидели их с той стороны на холме. Сейчас пройдемся, глянем, что там у них. Еще мне безумно нравится, что здесь в Перу за всеми парками ухаживают. Везде есть персонал, который поливает, чистит, следит за порядком. Вот эта площадка, откуда стартуют параглайдеры. Катюха там уже что-то решает. Я, конечно, очень сильно боюсь этой темы. Я надеюсь, мы летать не будем. Катя уже летала в Фетхе с горы Бабадак. Да, я узнала насчет параглайдинга. Стоит полетать $75 примерно, на доллары мы перевели. Полет будет занимать 20-30 минут, но это понятное дело, что зависит от ветра. Интересно, мне предложили, конечно, но я еще пока подумаю. Да, нас ждут пирамиды. Вот, мы торопимся. Вы помните, в 2 часа дня у нас начинается экскурсия по пирамиде. Сейчас будем вызывать такси и двигаться туда. Возможно, мы полетаем, возможно, но этого никто не знает. It's amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Ну все, в общем, мы уже зашли на территорию этой пирамиды, мы успели, приехали сюда практически ровно в 2 часа, купили билеты. Здесь наша группа, хочу вам показать, сколько людей. Группа, конечно, она супер максимальная. Там наш гид с микрофоном будет нам вещать, рассказывать про эту пирамиду. Я обратил внимание, что там есть ресторан, посмотрите на это. Ресторан, люди кушают на фоне пирамид. В общем, мы начали нашу прогулку, пока гид не особо что-то нам рассказывает, но я удивлен этим рестораном. Люди просто сидят, кушают на фоне этой пирамиды. Я не могу сказать, что прям какие-то здесь невероятно крутые виды. Возможно, кто-то от этого фанатеет. Я хочу честно признаться, что это место не несет для меня никакой супер исторической ценности, но я пришел сюда по той причине, потому что представить сейчас в современном мире огромнейший мегаполис, в котором живет около 8 миллионов людей, и в центре этого мегаполиса, между высоток, в одном из жилых районов, находится пирамида времен цивилизации Лимы VI века. Посмотрите, из чего
сделана эта пирамида? Это глина, кирпичики и глина. И многие задаются вопросом, как эта пирамида могла так сохраниться. На самом деле здесь не все оригинальное, здесь что-то реконструировали, но здесь есть оригинальные стены. А сохранилось все это потому, что в Лиме супер сухой климат. Здесь практически не бывает дождей, и это и послужило тому, что пирамида простояла так долго. Еще хотел показать вам одну интересную фишку. Давайте вместе посмотрим. Вот мы гуляем по территории комплекса. Это раньше был как храм, не город, а храм. И вроде как обычная стена. Да? Посмотрите. Все ровненько, все красиво. А вот здесь уже совершенно другие формы. Почему? Потому что вот эта стена, это новая стена после реставрации, а это оригинальная стена. И вот эти формочки делались руками, поэтому они все разных размеров. А здесь кирпичики идут одинакового размера. А это центральная площадь этого храма. Здесь нам вещают информацию про это место, наша гигантская группа. Все равно поражаюсь. Пирамида, а вокруг одни высотки. Ничего необычного, в принципе, для местных жителей. И я еще раз хочу напомнить, что это сооружение было построено из глиняных формочек. То есть просто представьте себе глина, потому что в основном храмы, допустим, как Мачу-Пикчу, это все построено из какого-то твердого материала. А здесь это глина. Вот так вот выглядит прослойка между глиняными квадратиками. Какая толщина. Вот. Интересно. Сейчас мы поднимаемся на самый верх этой пирамиды. Мы очень заинтригованы. Мы поднялись наверх. Здесь уже, конечно, гораздо лучше. Видно жилые дома, небоскребы вокруг этой пирамиды. Да, территория очень большая. Но ресторан меня все равно не перестает удивлять. Да, и смотрите, только что нам показали, как на самом деле выглядел храм в те времена. Вот здесь эта стена, она без материала, который покрывает эти блочки. А вот здесь стена уже желтого цвета. Такой желтоватый оттенок. Вот это вот оригинальный цвет этого храма. То есть на глиняные кирпичики, квадратики наносился специальный материал, и потом это все приобретало желтоватый окрас. Посмотрите, в принципе, ничего необычного. Это столбик, это дерево. Но вот такие деревянные столбики используют для того, чтобы поддерживать всю эту конструкцию. И столбику, который напротив нас, 1300 лет. Это оригинальный столбик. Вот. Дерево называется Акаша-3. Возможно, это акация. Я еще не переводил, не смотрел. Что это такое, обязательно посмотрю в интернете. Но круто. 1300 лет. Просто передо мной. Столбец дерева. Такой старый. Очень круто. Сейчас мы поднялись на самый верх этой пирамиды. Это уже действительно самая высокая точка этого места. Видно огромное количество высоток, небоскребы, дома, улицы и основную часть этого комплекса. К дополнению в пирамиде нам еще покажут сейчас ботанический сад небольшой и мини-зоопарк. Первое, что мне попалось на глаза сразу в этом ботаническом саду, это листья коки, из которых делают чай из листьев коки. Очень популярный напиток, особенно в высокогорных городах. И хлопок. Вот так вот. Сейчас себе сделаем шляпу. А там дальше ламы и уточки. Так, здесь в зоопарке живут ламы и альпаки. Я даже на самом деле до этого момента не знал, чем они отличаются. Вот смотрите, вот эти два товарища — это альпаки. Вот. А следующие товарищи — это ламы.
Интересная особенность в том, что у альпак используют только шерсть, а лам используют для того, чтобы переносить тяжелые материалы до 30 килограмм. Если будет больше 30 килограмм, то лама двигаться и даже вставать не будет. Я просто хочу показать вам, как выглядит Лима, когда здесь нету тумана, нету туч и открывается шикарнейший вид. Особенно если учитывать, что здесь прекрасный океан рядом. Давайте посмотрим. Выходишь такой на набережную и вот такой вот вид. Вот такая красота. И жалко, что за все время, пока мы были в Лиме, такая погода нас настигла только один раз. Взгляните на этот берег, на эти шикарные волны. Красотища! Ну что, дорогие друзья, наш выпуск со столицы Перу, города Лимы, подходит к концу. И что можно сказать про этот город? Внимательно выбирайте время года, когда вы хотите сюда прилететь, потому что мы были в Лиме около 10 дней, и каждый день у нас на небе были тучи, туман, и погода нас совсем не радовала. Мне кажется, что это связано с сезонностью, но мы этому огромное внимание не уделяли, когда готовились к этой поездке. Сам город красивый, очень нравится нам сочетание океана, высоток, гор, которые здесь есть, очень много красивых районов, есть достопримечательности, которые стоит посетить. В основном это парки, которые находятся у побережья. Спасибо за просмотры, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч!